Оце надо було так взбодрить мене з самого утра. Всем привет! Вы на канале Guard.ua, это рубрика «Комментирую игры моих подписчиков», и сегодня у меня подписчик под псевдонимом Укилала. Кто вдруг забыл, то это мой самый первый спонсор на моем канале, и за что я ему очень-очень премного благодарен. Огромное тебе спасибо, что ты меня поддержишь уже, по-моему, 12 месяцев. Огромнейшее тебе спасибо. Вот, и скинул мне 2 каточки. Сегодня будем одну каточку. Так, тихо, тихо, тихо. А ну-ка не палим данные. Не палим. Вдруг там что-то сверхсекретное. Короче, будем сегодня обозревать каточку. Я не знаю, что здесь будет конкретно происходить в ней, потому что, как я уже говорил ранее, я каточки не смотрю от А до Я, чтобы вместе с вами пережить все эмоции и тому подобное, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, все это уже вы и так прекрасно знаете, поэтому давайте сейчас погрузимся в эту каточку и посмотрим, что же здесь он такого нам интересного покажет. И я хочу напомнить, что если ты хочешь, чтобы я прокомментировал конкретно твою игру, то в комментариях будет закрепленное сообщение с ссылкой на запись в моем телеграм-канале, где я подробно все объясняю, как скинуть мне запись, что нужно делать и тому подобное. Короче, все в той записи есть, поэтому переходишь, соответственно, в мой телеграм-канал, обязательно на него подписываешься, потому что я пишу, когда у меня стримы по обновлениям этой игры, и самое главное, у меня там чат комьюнити, где мы все переписываемся, общаемся, делимся всякими новостями. Короче, много чего интересного, разберетесь. Перешли, подписались. Под этот ролик уже, я думаю, лайк прожит. Автоматом должен быть прожит. И кто не подписан, мне обязательно подписываемся, потому что цель у меня 5000 подписчиков. Так что погнали, погнали. Без вашей поддержки я не смогу этого достичь. И интересный снова момент. Ну, предметы первого тира он не берет со старта. Я так понимаю, он не определился еще с билдом, думает. Но, в принципе, я дам такой вам небольшой лайфхак. Кто вдруг, ну, скажем так, не хочет брать сразу медальон первого тира, а хочет какой-то другой предмет найти, то возьмите какой-то рандомный предмет и просто пересоберите его. Просто перекуйте. А, о, инсектоида. Все, я понял, это инсектоиды. В самом деле у него, я так понимаю, рубрика все по 2 идет. Арканцы, Святой Грааль. Ну, кстати, Святой Грааль неплохой предмет с самого старта, и если вы играете через мехов. Медальон все-таки взял. Ну так вот, ребят, вернусь к той теме, что если вдруг вы не хотите брать медальон и считаете, что он вам не поможет никак сейчас, то возьмите какой-то рандомный предмет и просто пересоберите его. И все. Убьете 2 зайцев одним выстрелом. Вот так. Вот. Что-то еще такое хотел сказать, интересно, и как-то из головы вылетело. Забыл. Все, вспомнил. Короче, я после стрима отдохнул несколько часов. Кто вдруг пропустил стримы, ребята, я напомню, что все записи моих стримов, они сохраняются, во вкладку трансляция переходите, и там, соответственно, все записи моих стримов. Кто вдруг, соответственно, забыл, и кто вдруг не видел стрим. Стрим обалденный был, прям шикарный, мне все понравилось. Я думаю, мои зрители тоже были довольны этим стримом. По крайней мере, поржали от души. Особенно мой мув с эльфийской волшебницей. Я думаю, его оценили на 10 из 10. Сразу можно понять, что я киберкотлетный спортсмен, который просто берет, ну, знаете, с закрытыми глазами может рвать всех и вся. Так, ну у него 2 гитки. Тут есть из легендарной фигуры, я видел, тролль пятерка вроде как, да? Мне ж там не почудилось. Проверяет, как работают арканцы. А на самом деле, арканцы вроде... Да, есть тролль пятерка, есть цветочка импресска. Кстати, ребят, у меня, ну, есть несколько идей на следующие записи. Кстати, вспомнил, что хотел сказать. В 12 часов я выложил ролик с Абадоном, о котором я говорил в нескольких своих роликах. И я говорил, что если там как ролик с Марси соберет, по-моему, короче, там Гриттер и Марси. Если тот ролик соберет 50 лайков, то, соответственно, я выложу Абадона. К сожалению, тот ролик не собрал 50 лайков. Ну, ладно, окей, грустно, печально, да ладно. Но сегодня в 12 часов я выложил каточку с Абадоном. Думаю, она многим понравилась. На самом деле, это супер-омега жесткая катка. Кто вдруг ее не видел, обязательно посмотрите. И я хочу напомнить, что я по 2 ролика в день выпускаю. Один в 12 часов, один в 6... Нет! Зачем? Что ты только что... Но вот а если сейчас нарисуется Гриттер, что ты будешь делать против этого... Ой, Гриттер. Я сразу решение проблемы озвучил, но все равно... Но вот вдруг против тебя сейчас нарисуется жрец. Что ты будешь делать? Укилала. Если
Ты не хотел брать этот медальон, тебе надо было взять рандомный предмет и просто его переролить. Ну не скипать его. Это единственный предмет, который тебя защитит от жреца. Единственный. Дальше только синергия гридров. Ну, может, еще синергия шаманов тебя защитит. Но все. Во всем остальном случае ты будешь вот так вот пальчик брать и, ну, сам знаешь, что с ним делать, правильно? Как чупа-чупс. У Килала такой после обзора этой каточки такой думает: Саня, что ты слишком много базаришь? Отписочка от спонсорской программы. Знаете, моральное давление создает. Я так понимаю, он хочет через воинов поиграть, судя по всему. Гритеров взял. Ладно, окей, давайте просто пока насладимся этой каточкой. Я, в принципе, не знаю, что будет происходить в этой каточке, поэтому мне множество мувов непонятно. Если здесь гритер, это да-да, медальон первого тира не нужен. Если здесь воины, то медальон первого тира обязательно, потому что тут еще и дух пятерка есть. Не, ну ему фартанет, если ему там с моба упадет этот медальон, тогда это будет хорошо, тогда это будет прекрасно. Но если этот медальон не упадет ему с моба, а там нарисуется жрец, то сочувствую тебе, Укилала, сочувствую. О, любимый инсектоид собирается. О, понимаю. Чтобы вы понимали, у этому инсектоиду упал еще и Никс фиолетовый. Ой, честно, я уже устал от этих инсектоидов. Уже около года одна и та же мета. Устал. Я знаю, как прекрасно бороться с инсектоидами. Знаю, как их переигрывать и все такое, но понимаете, целый год. Ну ладно, там почти год. Почти год одна и та же мета. Почти год один и тот же способ бороться со злом. Вот скажите честно, вас это не... Ну, вам это не поднадоело? Мне, если честно, ну... Да. В самом деле, мне на стриме, знаете, какая каточка понравилась? Мы играли третью каточку на стриме лобби с подписчиками, и мы там убрали полностью антимага. Боже, насколько же вариантов больше стало, как можно поиграть. Какой же это реально кайф был. Ну вот напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. А, ну он уже... Ну вот, уже, вот, топ-3, посмотрите на него. Ты еще антимагов найди, у него уже скорпионы есть. У него еще и змейка есть, прикиньте. Охренеть ему идет. Я в шоке. Да. Так вот, напишите мне в комментариях, что вы думаете на этот счет, когда вот есть ограничения в лобби. То есть, допустим, ну вот, я все время говорю, что инсектоидов в лобби с подписчиками не должно быть, потому что, ну, хочется расслабиться от этих инсектоидов. Хочется. Они тебе прут и прут. Ты их в ранговой катке видишь чуть ли не в каждой игре. Ну, я вот не знаю, в последнее время уже сколько, неделю играю подряд. Пытаюсь записать что-то такое. Каждый божий день по 2-3 инсектоида. Боже, как это бесит. Ну, короче, что вы думаете на этот счет? То, что мы вот делаем вот такие вот ограничения по фигурам. Вот, допустим, сейчас есть сломанный антимаг. Мы его убрали в третьей катке. Мне очень понравилось. И я хочу услышать ваше мнение на этот счет. Я думаю, тоже вам понравилось. Вот. Так, ну, судя по всему, либо же здесь он собирает богов орков, либо же он будет собирать здесь воин. Одно из двух. Третьего не дано. Ага. Хочет через волшебников стартануть, но я, ребят, напомню, то, что сейчас баф воинов работает только на баф воинов. Если вы 9 воинов соберете, то только на 9, на самих истинных воинов будет работать, соответственно, баф воинов. На всех остальных работать не будет. Кто вдруг не знает. Ну, либо не читал патч и тому подобное. Не смотрел мой, естественно, обзор на глобальный патч с этими новшествами. А, не, подождите. Ладно. Там не было такого еще обновления. Это был мини-патч, мини-баланс, где вот так вот воинов поменяли. Кстати, надо добавить короткие ролики. Я вот только сейчас вспомнил о том, что добавили лишь несколько реликвий новых. Вот. И надо добавить в шортс, в ленту шортс, вот эти вот две новые реликвии, как они работают. Хорош. Я думаю, возьмет контракт. У него сильный стол. Хотя надо посмотреть на своих противников.
А почему не контракт? Не веришь в свой стол? Предмет, кстати, забыл один закинуть. Дискорд. Под эгиду классно этот предмет смотрится. Не, ну как по мне, можно было взять хаотичный договор. У тебя более-менее хороший стол, с которым ты можешь выигрывать, в принципе. Хотя тут... Не, ну да, если бы у тебя был Хускар, тогда можно было бы более уверенно быть в своем столе, но... Чего нет, того нет. О, Марс, 2 звезды. Я считаю, это хорошее усиление. Можешь одного воина поставить, кстати. Не, на самом деле, типа, рыбалка хорошая реликвия. Ситуативная. То есть, если ты уже заранее определился с билдом, я так понимаю, он здесь какую-то фигурку хочет нарисовать нам. Это флаг? Это топор? Или это кирка из Майнкрафта? Короче, ладно. У меня просто хорошее настроение после стрима. Вот не знаю, я на стриме, ну, сделал там грубые ошибки, короче, все дела, но я все равно не морально выжат, не уставший, ничего такое. Я просто в отличнейшем настроении, несмотря на то, какие у меня там катки ужасные были. Но я в отличнейшем настроении. Ну, короче. Вот. Вот. Рыбалка — это хорошая реликвия. Не скажу, что это прям ужасная реликвия, которую не стоит брать и тому подобное на 10-м раунде. Нет, на самом деле реликвию на 10-м раунде стоит брать, но тут надо вот понимать. Типа, у него был хаотичный договор, он в свой стол не поверил. Ну, в принципе, оно это понятно. У него стол там был весь однозвездочный, и вот, в принципе, как бы его сейчас тут и вынесли. Скорее всего, да? Ну да, к сожалению. Вот. И он не поверил в свой стол, поэтому хаотичный договор он не юзал. В принципе, это оправдано. Взял рыбалку, убрал себе кучу убийц лишних и, соответственно, будет играть сейчас через воинов. И я так понимаю, он хочет... О, через... Ой-ой-ой, он будет через волшебников играть. Это хорошо, у него как раз Марс есть. Селедочку убери с под шубой. Да, селедочку с под шубой надо убрать. У тебя синергия богов. Да. Бери Джаггернаута, если хочешь. Селедку нет! Нет! Ай, как ты запутался! Ай-яй-яй! Не, на самом деле, у него просто там жесткий выбор. Либо же он, скажем так, ставит весь стол однозвездочных, но ставит себе, соответственно, 9 воинов. Либо же у него будет вот такой вот стол. Я, не знаю, я бы, наверное, поставил бы просто 9 воинов. Несмотря на то, что у меня стол слабее станет. А, ну все, понял. Решил просто сыграть через воинов. Но тоже нормальная тема сыграть просто через воинов, потому что у него стол ну, не шибко сильный. Я думаю, даже если бы он поставил себе 9 воинов, не было бы настолько сильно, нежели вот так вот сейчас под 6 воинами. Ты там Джаггера не хочешь купить? А по-моему там Джаггернаут есть в пуле. У тебя там еще один Джаггернаут есть. Еще одна мясорубка. У Килала. Хорошо. Нормально. Так. Еще и Хусик. Вот это вот хороший подгон. Вот это я понимаю. Вот это вот подгончик. То, что доктор прописал. Он, кстати, здесь выиграл. Так, этого инсектоида. Просто в лицо ему еще плюнь. Ребята, если видите инсектоида, просто можете плевать ему в лицо. Без зрения совести. Просто берете вот так вот. И полностью в лицо ему. Поверьте, вас все уважать будут за такие поступки. Хорош. Ну все, в принципе, ты усилил себе более-менее стол. Теперь тебе там надо только уровень идти. Я бы вместо селедки, конечно, бы Хускара поставил. Почему бы я Хускара поставил? Так это потому, что у Хускара есть какой-никакой ноутхил пассивный. Плюс стрелы, которые стакаются. Именно по этой причине я предпочитаю Хускара. А зачем ты ролишь? Как по мне, тебе надо идти в уровень.
Сейчас тебе нет смысла ролиться. Тебе как минимум нужен 9 уровень, чтобы найти себе и кунку, и дума, и тролля пятерочку вдруг чего. О, вот теперь уровень пошел. Теперь хорошо. Вот теперь это одобряется. Усилил себе более-менее стол. Так, ну, неплохо на самом деле усилил себе стол. Ему бы еще сейчас предметы хорошие. Ну, щиток вот этот второго тира как бы классно под воинов, но у него 9 воинов нету, поэтому может смело скипать эти предметы. Там уже не имбовый антимаг появился на связи на горизонте. Ну, там же, по-моему, магов нету. Зачем ты взял плащ-пальто? У меня аж глаз зачухался. Да ёшкин-матрёшкин, вы прикиньте, как глаз зачухался. Нет, да ты посмотри на него, ну ты глянь. Чешется, чешется. Кстати, можешь Леончика взять? Не хочешь? Ну ладно. Я бы Тиника не брал. Ну, Тиник такой себе персонаж. Кстати, тут есть у тебя в реликвии мастерская бума? Если есть реликвия мастерской бумы, то в принципе можешь ждать 20-го раунда, чтобы рольнуть предметы. Давай Хусика ставь. Хусик имба. Отлично. Надо посмотреть, что там по реликвиям. Честно, из головы вылетело, что там по реликвиям. Кстати, кольцо 4-го тира классный предмет. Но у кольца 4-го тира есть проблемка. Если я правильно помню, то если у тебя урона меньше, чем 120, ну, то есть, допустим, да, ты наносишь по воину там не 120, короче, кольцо получает 120 урона, да? Если я правильно помню, что если ты наносишь 120 урона, либо же меньше, то синергия воинов не будет работать на тебя. Если я правильно помню. Я могу ошибаться, если что-то в комментариях меня поправьте на этот счет, но, по-моему, так оно и есть. Типа, если ты наносишь 120 либо меньше урона, то, соответственно, синергия воинов на тебя срабатывать не будет, потому что ты ничего не наносишь, по сути. То есть ты тупо ноль. Это как с пассивкой Вайпера. Если, допустим, тебя кто-то бьет, а у тебя вот это вот кольцо есть, то, соответственно, с пассивкой Вайпера ну, не активируется пассивка Вайпера. Отдай Дискорд и Гиде. Давай, давай, давай. Давай, давай. Отдавай Дискорд и Гиде. Ну, на самом деле, есть как бы разница, отдать Эгиде или не отдать Эгиде. Хотя, в принципе, у Эгиды не такой огромный радиус поражения, соответственно, своей косы, поэтому нет смысла как бы передавать кому-то. В принципе, сейчас нормально все. Но я бы все-таки отдал бы Дискорд Эгиде, потому что Эгида все-таки сразу кастит свою косу, сразу под минус добав Дискорда, это самое то. Ну, это такое, это мелочи. Там у Эгиды на самом деле не такой огромный радиус ее косы. Поэтому, в принципе, то, что она находится в Джаггере либо в Эгиде, особо роли не играет. Главное, чтобы они рядышком стояли. Но то, что там уже инсектоид огромный растет, это прям... Бери, бери, бери! Против инсектоида можно брать. Не надо играть на характере. Ты играешь против инсектоида, забудь. Ты против инсектоида играешь, возьми, возьми антимага. Я как твой демон на плече. Вот у тебя есть ангел, который тебе говорит не брать этого антимага, а есть демон, это я. Возьми антимаг, возьми. Миндальная связь. Я активирую супер сверхспособность миндальной связи. Он сейчас возьмет антимага. Антимаг, хороший персонаж, возьми. Он тебе пригодится в борьбе со злом против инсектоида. Я понимаю, ну возьми. Я понимаю, что ты хочешь на мужика сыграть. Но возьми антимага. Возьми. Игры разума. Ладно. Ладно. Его выбор. Я тут бессилен. Мои сверхспособности не влияют на него, к сожалению. Подожди, подожди, ничего не роль. Ничего не роль, подожди, 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 не роль.
Если у тебя там есть мастерская бума из реликвии, то, соответственно, роль. Если нет, то, соответственно, не роль. Я просто, знаете, когда вначале вот делал приветствие, я забыл, что там за реликвии есть. Сейчас, конечно, мы их увидим. Но если здесь есть мастерская бума, то я бы не спешил. Интересная расстановка. Он делает себе такую расстановку, чтобы все в Марса впились. Но на самом деле, типа, сейчас эти все равно фигуры подпрыгнут к ним, и, соответственно, Урсы все равно будут бить эти фигуры. То есть, если он хотел, он мог 100% одну фигуру забайтить, как минимум. То есть, чтобы Урса, допустим, бил Марс. Вот видите сейчас? Урса по-любому бьет Эгиду. И там вторая Урса бьет Джаггера. Хотя, в принципе, не важно. У него сильный стол был, типа, можно было ни расстановку не менять. Мог бы просто Марса подставить под одну из Урс и все. О, хаотичный... Да. Да, да, да. Хаотичный договор — это хорошо. О, минус чувак. Он ливнул. Не выдержал напряжения и ливнул. Ну, ничего страшного, ничего страшного. На 25-м раунде, в принципе... Ну ладно. Мне показалось, просто он Дискорд отдал Марсу. А он не Дискорд отдал, а Арканцы. В принципе, окей. Все равно Арканцы достают до всех. Как я сказал? Арканцы достают до всех? А, не, ну в принципе правильно сказал. А что мне послышалось? Наверное, неправильно просто сформулировал фразу, потому что правильно, наверное, говорится, арканцы действуют на всех. Или тоже... Как? Все. Я... Это все, ребята, это просто фляга свистит просто, понимаете? Ну, уже видите, слышите, я заговариваюсь. Все-таки провести в этот день стрим, после этого через несколько часов еще записывать какой-то контент. Ну, я думаю, вы сами прекрасно понимаете. Тяжеловато, чуточку тяжеловато. Хоть я чуть-чуть отдохнул. Можно, кстати, предмет 5-го тира попробовать найти. К примеру, какую-то кирасу. На воинов кираса 5-го тира — это кровь из носа необходимый предмет. Еще можно, конечно, щит 5-го тира найти. Но лучше всего кираса. Да тебе из 3-го тира никакие предметы не нужны, по сути. Тебе нужен 5-й тир. Ну, 3-й тир тебе только бусы, может быть, понадобятся. Но тоже, если ты планируешь играть через тролля, то, соответственно, тебе нужно будет кири шмотки. Короче, тут надо думать. Чел уже квапу нашел на 8-м уровне, шанс 1% на секундочку. Сейчас 9 воинов поставят на 9-м уровне, будет шикардос. Думаю, пока нет смысла терпеть. О, нет смысла спешить. Нет смысла терпеть. Боже. Реально флаг... Все, короче. Вы все прекрасно поняли. За 2 минуты заговориться столько раз. Умею. Практикую. Преподаю уроки. Записывайтесь на мои курсы. Логопед Александр. Будете заговариваться, как я. Отличный сленг. Не, на самом деле, типа, я часто заговариваюсь в нескольких случаях. То есть я слишком спешу в своих мыслях, после стрима и тому подобное. То есть вот в таких вот моментах, да, я тогда начинаю жестко заговариваться, теряться в своих мыслях, теряться вообще в катках и тому подобное. Это если устал. Так, что ты проверяешь? Кстати, огромнейшее спасибо ребятам, которые ставят режим «Не беспокоит». Огромнейшее спасибо. Просто, ну, руку пожал, обнял, приподнял. Огромнейшее спасибо. Хотя бы не вылетает, знаете, там сообщения с Инстаграма, Телеграма и тому подобное. О, яйцо. Покупай, пригодится. На тролля 5. О, еще и горный вождь есть. Вообще шикарно.
Купи яйцо. Да, яичко купи. Купи яйцо, говорю тебе. Я хочу тебя попытаться авторитетом задушить. Купи яйцо. Ну купи яйцо, оно ж тебе пригодится на тролля 5. Ну что ж ты такой, ну не это, ну давай, ну распетлись, а? Ну яйцо купи. Сейчас заплачу. Ну и не надо. Не хочешь яйцо покупать? Ну и не надо. Другие проблемы будут. Не мои. Я бы на твоем месте, конечно, бы 10 брал. На 10 у тебя хотя бы будет призрачная надежда на то, что тебе будет падать легендарная фигура, которая тебе необходима. А может, ну, в принципе, мне Марс хорош. Много впитывает, все как надо. О, о, вот это подгон. Вот это я понимаю. И еще и в 2 звезды их собрать вообще будет идеально. Так, кого ты выкинешь сейчас? Я думаю, надо прощаться с Марсом. Не, ну там инсектоид огромный. Наверное, против инсектоида я все-таки взял бы двойные клыки. Хотя на самом деле это... Хотя... Не, ну хороший предмет на самом деле двойные клыки. Просто предмет 5 тира в любом случае надо будет искать. Кираса необходимо. Чтобы инсектоида прям жестко испепелить. Может, селедку продадим потом. Паджик тебе не нужен уже, допустим. Ну, типа, у тебя есть 2 бесполезных героя. Это вот у тебя Марс. Ну, на самом деле, Марс много поглощает урона. Ну, я просто не приверженник его. О, у меня плохие новости. Там инсектоид нашел, если что, цветку, которая будет прыгать на лицо в 3 звезды. Чего ты не купил яйцо? Я не могу сейчас понять. Мне это... Ну... Мне это не дает покоя. Почему ты не купил яйцо? Ну, почему? Почему? Ну, что не так? Что тебе не понравилось в яйце? За что ты так с яйцом? Не, надо здесь... Ну, уже, наверное, поздно 10 брать. Хотя, может и не поздно. Надо предмет 5 тира искать. О, видишь? Ищи предмет 5 тира. Найди Кирасу, взорви им 5 точку. Инвестиция лучшее, будущее на месте. Капитан Кунка. Не знаю, как по мне, надо было идти в уровень. И на 10 уровне, соответственно, искать нужную фигуру. И я бы на том месте, наверное, в Джаггернаута перекинул бы двойные клыки. Потому что Джаггер же крутится. И, соответственно, урон он намного больше наносит в радиусе. А Дум в единичную цель наносит урон. Из-за этого двойные клыки себя не очень чувствуют. Не, надо искать предмет 5 тира. Ищи даже не задумывайся. Там даже этот упал. Как ее там? Посох 3 тира. Давай, давай, давай. Кирасу ищем. Кирасу, либо щит 5 тира. Давай. Щит. Хорош. Все, в кунку закидывай. Ну, либо в Джаггера все закинь. А почему ты в Эгиду кидаешь шмотки? Зачем она тебе? А зачем ты щит в Эгиду закинул? Закинь Джаггера.
Все предметы в Джаггера закинь, хоть там по области крутится. Да ну не, ну это какой-то бред. Зачем ты щит отдал в гиду? Ну, либо, кстати, лучше в кунку, может, даже. Ой, чихать буду. Ой. Сразу говорю, спасибо. Кто пожелал мне быть здоров. Ой, что ты расчихался, заговорился. Не, ошибка то, что ты отдаешь щит 5-го тира в гиду. Получил 5 монет за хана, хорош. Опа, хусик. Ну, хусика нет смысла особо собирать. Все, предметы в кунку. Все предметы в капитана кунку. Все предметы. Все. Ну, арканцы можешь оставить. Да. Не... Изучай язык жестов. Я не понял, что я там сам показал только что, но я думаю, мои эмоции сами показали за себя. Все причем. Почему ты дал двойные клыки сейчас? Хускара, какой смысл? Ну вот, смотри, корабль полетит на всех. Всех, кого заденет корабль, все дубликаты получат урон от этого корабля. О! Да, Тусика, домой. Отлично. Маску 5-го тира найдешь, будешь... Хотя даже не маска 5-го тира нужна. Да передай пока предметы капитану Кунку. Хотя, на самом деле, капитану Кунку нет смысла. Вот нужен тролль в 2 звезды. И тогда можно смело все предметы отдавать в тролля 5-ку. Вот если даже сейчас Мьёльнир упадет, либо... Ну, на самом деле тебе отхил нужен, поэтому маска 5-го тира must have. Под его топорики. Даже Аганимчик, кстати, будет must have. Просто надо отхил. Без отхила будет очень тяжело в этой игре. Опа, мастерская бума. А вот это вот то, что доктор прописал. Еще предмет 3-го тира. Давай, что там у нас? Что там? Все, хрень, скипай. Тебе ничего не надо. Из того, что тебе там предлагают, тебе ничего не надо. Все, скипай. Хорош. А теперь все предметы. Нет, не трогай бусы. Зачем? Зачем ты тронул бусы? Да лучше посох 3-го тира бы ты тронул. Зачем бусы ты тронул? За Радик, ну, Радик на самом деле... Хотя против инсеков может быть под двойные клыки самое то. Ну вот, вот тебе тупо сейчас отхила не хватало. Ты бы с отхилом его пережил. И порвал бы ему 5-ю точку. Тебе Кираса нужна, и вот это вот все. Тебе все остальное не надо было. Ну, ладно. Не, ну может ты Кунку в 3 звезды соберешь. Кунка в 3 звезды будет наваливать движа. Сейчас будет, знаете, что смешно? Что придет еще один тролль, а у него не будет яйца для него. Ага, Кунка будет 2 звезды, окей. По всем законам подлости так и должно сейчас произойти. Тебе сейчас должен еще один тролль 5-ка прийти, но яйца на этого тролля у тебя не будет. Бам!
Ну вот у тебя сейчас были бы бусы, у тебя бы кунка отхиливался. А так получается, что у тебя нет никакого отхила. А почему двойные клыки находятся в тролле до сих пор? Перекинь эти предметы в кунку. Кстати, ты его вынес. Хорош. Но с бусами ты был бы намного увереннее. Перекинь двойные клыки, ну у тебя же двойные клыки, они, ну, они нужны тебе. Они нужны тебе в кунку. Нормально, я гиду 3 звезды собрал, хорош. В принципе, можешь все предметы закинуть в эгиду, только отдай двойные клыки. Весь урон будет распределяться по всем дубликатам. Отдай. Отдай, пожалуйста, двойные клыки. Услышь, услышь. Услышь голос разума, отдай двойные клыки. В кого медальон улетел? Нет, двойные клыки против инсектоидов это слишком лютый предмет. Ну вот смотри. Надо бусы было оставлять, это первое. И двойные клыки до сих пор не отдал. Отдай двойные клыки. Ну много урона теряешь, ну отдай. Щит 5-го тира. Не надо было скипать бусы. И двойные клыки надо вернуть. Да какой дум. Да! Вот на самом деле лютая ошибка это то, что он бусы скипнул. Ты ж чувствуешь, что тебе от хила не хватает, но бусы скипать это ошибка была. Плюс бусы работали на всех твоих воинов. И вот радик я бы, ну, не брал. Ну да, это, ну, типа, да, можно было бы оставить этот радик, но нет. Вот видишь, тебе тупо от хила не хватает и все. Я просто переспамил. С бусами тебе могло быть полегче. Эх. И снова инсектоид занял призовое место. Еще и какое. Топ-1. Топ-1. Да. Ну ладно. Катка неплохая. Да, но на самом деле множество таких ошибок. Но я думаю, после этого ролика ты для себя что-то возьмешь и будешь намного лучше использовать это все. Поэтому что? Правильно, я жду от тебя еще ролик, только уже с проработкой всех этих ошибок. Как-то так. Но мне на самом деле просто даже нечего добавить по этой катке. Я доволен этой каточкой, по сути. Да, есть, конечно, критические ошибки, которыми я прям недоволен, и для меня это прям чуждо-чуждо. Выбор предметов ужасный, ужасный выбор предметов. С двойными клыками вот вообще обкекался прям очень жестко. Ну и там, в принципе, инсектоид, у нее там хороший инсектоид. Ну, на самом деле такой себе инсектоид, потому что там можно было бы намного жестче сделать инсектоида. Но, в принципе, он тоже там хорош. У него там и цветки, которые прыгают на лицо, 3 штуки с чистым уроном, ну, еще с этим, с волшебным зеркалом, которые дают иллюзии. Эти иллюзии тоже наносят урон, когда цветка прыгает. Короче, там куча всего, куча спама. Но были бы какие-то бусы, я думаю, было бы тебе полегче. Вот надо было их оставлять все-таки. Надо было. Ну ладно. Про все эти ошибки я проговорил в течение ролика. Просто подведу итог, то, что катка мне понравилась в целом. Ну, приятно смотреть. Вот так вот. Все, больше мне ничего добавить по катке. Все, я сказал в течение ролика. Что думаете по поводу этой катки, вы напишите в комментариях, а также не забудьте поставить свой лайк в поддержку данного ролика, чтобы он продвинулся в тренды рекомендаций. Ну и если вам в целом нечего добавить по поводу этой катки, то оставьте комментарий от 3 слов, чтобы ролик, соответственно, продвигался в тренды рекомендации. Кто на меня не подписан, обязательно подписываемся. И не забываем, у меня есть телеграм-канал. Он закреплен в описании под видео, в комментариях под видео. И на экране у вас появится QR-код. Всем спасибо за просмотр и всем удачи.